Всем привет! С вами Маша Ивакова и Юра Столяров. И это «Макияж в большом городе». Юра, ты не заметил никаких изменений? Конечно, заметил. Все изменилось. Потому что это новый формат макияжа в большом городе. Сегодня в «Макияже в большом городе» мы расскажем о том, как снимали клип в Нью-Йорке, и вы услышите новые истории Make It Happen. А еще мы сыграем вам песню «Натушили ресниц». Еще на хайлайтере, Маши, и на помаде, потому что сегодня у нас в гостях Манижа! Ее стихия – музыка. Ее сцена – Инстаграм. 86 клипов, 200 тысяч подписчиков, 9 миллионов лайков и только одна – Манижа. Манижа, привет! Привет. Привет. И прежде всего мы хотим тебя поздравить с выходом твоего прекрасного альбома. Ну, это первый такой шаг большой, действительно, к тому, к чему я иду. А к чему ты идешь? Ну, конечно же, я иду к сцене, которая будет объединять разных людей, разных национальностей. И моя цель — получить большую сцену. Что ты несешь своей музыкой? Мне кажется, что музыка — это лекарство. И мне безумно приятно быть частью этого лекарства. То есть Манижа – это музыкотерапевт. Расскажи, какие у тебя творческие планы? 20 мая в Санкт-Петербурге в Ледовом будет большой сольный концерт. А что это будет? А Ледовый дворец — это огромное пространство, у которого есть масса технических характеристик, которые помогут мне сделать тот арт-объект, о котором я давно мечтаю. То есть это не концерт, это арт-объект. Да. Мы не можем, конечно же, не поговорить про Нью-Йорк. Нью-Йорк – это именно тот город, где я познакомился с тобой лично. Мы вместе познакомились как раз совсем недавно, в феврале, во время съемок. Совершенно верно, твоего видео. Вот расскажи о том, что тебе запомнилось. Это был просто сумасшедший трип. Мне запомнилось, наверное, самое яркое событие – это то, как мы с тобой танцевали. Полностью арендованном нами метро. Да, судя по пустым вагонам, да. Как ты мне поправлял тон в вагоне, когда все тряслось. Особенно было классно это ловить звуки Нью-Йорка и вплетать их в музыку, а также ловить звуки продукции и косметики. И получился, мне кажется, сумасшедший микс, правда. В общем, это был потрясающий день. И я очень рада, что мы всегда можем взять и возвратиться в этот день и еще раз пережить эти эмоции снова. Прямо сейчас давайте смотреть. Потому что это крутой клип. Да, правда, крутой клип. И он действительно вдохновляет, мне кажется, девочек встать и сказать «No matter what they say», я буду собой, да. По поводу идеи клипа, да, то, что шум Нью-Йорка, да, то, что вообще ты играла на косметике. Откуда, как ты это придумала? Мы все вместе думали о том, как же так эпично и ярко показать Нью-Йорк. Мне показалось, что дико здорово вплести туда косметику и сыграть на ней.
Мне очень понравилось, как когда стучишь кисточкой по палетке, это такой прям та-та-та-та, прикольный звук. Еще мне понравилось, как звучат вот эти тени. Color Tattoo. Да, Color Tattoo. Они... А тебе они в принципе, кстати, нравятся? Ну, кстати, да. Получилось в итоге очень круто. Потому что Нью-Йорк — это место, где сбываются мечты и происходят истории make it happen. А ваши истории make it happen, девушки, мы посмотрим прямо сейчас. Внимание на экран. Make it happen для меня — это ответить на вопрос «Кто ты?». Не бежать к большим лейблам, к большим дядечкам, которые якобы могут тебе ответить на вопрос «Кто ты?». Они могут тебе рассказать, как может быть. Но как будет, знаешь только ты. И так было у меня. Я начинала фактически за рабочим столом. У меня был разбитый iPhone, у меня был скотч. Рядом со мной была мама и сестра, которые помогали мне снимать мои видеоролики. Мне казалось, что это так странно и смешно быть музыкантом, ездить по всему миру, записывать музыку. Но оказалось, что это был самый верный путь. И эта маленькая школа показала мне, что все, что ты делаешь, честно и по-настоящему всегда сработает. Мир полон правил, но не нужно их бояться, отрицать. Наоборот, их нужно хорошенько изучить и использовать. И самое главное — быть собой. Make it happen. Make it happen для меня — это прежде всего делать. У меня в жизни были ситуации, когда мне просто не везло. Я ходила от кастинга на кастинг, но то меня не брали, то проект не выходил. Но я при этом не опускала руки. И однажды меня позвали на очередной кастинг, пришла, и у меня, знаете, внутри впервые было такое ощущение, что меня должны взять. Потому что если меня не возьмут, то, это будет вообще неправильно, это несправедливо, и лучше меня нет. Кто, если не я? И, видимо, моя уверенность, она мне помогла, и меня взяли. И потом я узнаю, что это была как раз-таки программа «Орел и решка. Шоппинг», и что было огромное количество претенденток. Я даже опешила, но всегда взяла себе за правило, что я буду теперь ходить на кастинги только с уверенностью, что кто, если не я. Знаете, у нас часто бывают моменты, когда мы в себе сомневаемся. В эти моменты главное, знаете, не опускать руки. Друзья, пробуйте, идите к своей цели. Make it happen. Ребята, что вы делаете? Машенька, ты прямо сейчас все увидишь, услышишь и даже поучаствуешь. Готов, да? Угу. 1, 2, 3, ха! Open up your heart. You gonna make it, show them what you got. Hey little lady, listen to yourself. You gonna make it, no matter what they say, 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 no matter what they, no matter what they, no matter what they say, no matter what they say. Это был макияж в большом городе в новом формате. И теперь вы знаете, что косметика Maybelline не только красиво выглядит, но и красиво звучит. Юра, я до сих пор слышу ритм тонального крема. А я двигаюсь в стиле туши для ресниц. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, пишите, кого вы хотите увидеть у нас в гостях. А с вами была Маша Ивакова. Юра Столяров. Увидимся в следующую пятницу ровно в 18:00. Пока! Пока!